Всем большой привет! Я Марина. Многие из вас интересуются дизайнами ногтей, чему я очень даже рада. И в этом видео покажу подробно, как выполняются эти дизайны. В дизайнах использованы разные техники, разные материалы. Все дизайны скоростные, быстрые и несложные в исполнении. Для удобства просмотра это видео будет разбито на две части и выйдет в двух частях. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите, пишите комментарии и не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать колокольчик. Желаю вам приятного просмотра. Самый главный момент для таких дизайнов – нужно правильно подобрать материал для его выполнения. Для этого нам понадобятся с вами гелевые именно краски или даже пасты. Но они должны быть плотно пигментированные. Сейчас я вам покажу, в чем бывает разница в гелевых красках. Возьмем, например, вот этот вариант. Да? Это хоть и гелевая краска, но посмотрите, во-первых, она растаивается, но это ладно. Посмотрите, какая она жидкая. Вот, она прям течет, видите, как вода. Вот, смотрите, она в банке течет. Такого плана густота нам для этого дизайна не подходит. Теперь возьмем М-пасту. Это тоже гелевая краска. И посмотрите, какая здесь густота. Вот, я ее беру, она никуда с кисти не течет, не убегает. Вот именно такой густоты гелевые краски нам и нужны. Если у вас есть гелевые краски для стемпинга, то они тоже замечательно сюда подойдут. Вот краска для стемпинга. Также подходят специальные краски для жестового или для китайской росписи. Тоже идеально сюда все подходит. Вот я открываю, посмотрите, видите, она тоже густая. То есть, вот, беру. Это гель-паста для стемпинга. Она густая, никуда не течет. Идеально подходит для дизайна. Вот такая гелевая краска, которая подходит для китайской росписи. Она тоже плотно пигментированная. И вот, видите, я тоже ее беру, и она никуда не течет. Вот такие краски нам нужны. То, что жиже, не подойдет, у вас не получится плавный, четкий, яркий градиент. Дальше. Есть еще вот такие арт-гели у меня. Я буду использовать из этой серии неоновый желтый. Но арт-гели сами по себе средне густые. То есть она все равно подтекает. Я буду загущать с помощью вот этой гелевой краски. Немного добавлять ее сюда. Если у вас есть такие же среднежидкие краски, то их можно загустить, например, добавив каплю гелевой пасты очень-очень густой или прозрачный гель. Вот такой гель у меня есть, очень классная штука, он как раз таки может помочь загустить. Его надо, он прозрачный, он идеально вам загустит любую гель-краску. Когда она очень жидкая, как я показывала в первом варианте, ну, если ее даже загущать, она потеряет пигмент. С этим гелем пигмент не потеряется. Либо, если нет такого, либо добавлять белую гель-пасту в небольшом количестве. Ваши жидкие, допустим, да, гелевые краски. Вот в такие. Но главное, чтобы цвет не забелился сильно. Чуть-чуть, чтобы загустить. Еще раз повторюсь, что совсем жидкие гелевые краски, ну, ими не получится работать, либо они изменят свой цвет. И второй главный инструмент для этого дизайна – аэропуффинг. Обычный, любой, который у вас есть.
Работать причем мы будем только одной стороной. Для этого не обязательно пачкать две стороны. Я покажу вам, как это делать. Если он у вас где-то лежал не в коробочке, допустим, попала пыль, то аккуратно об скотч его нужно вот так вот промокнуть, чтобы какая-то пыль, если попала на подушечку, чтобы ее убрать оттуда, потому что это очень важно. Неочищенный пуфинг, на нем вот если есть какие-то пылинки, мусоринки, это все отпечатается на дизайн. Рисовать я буду, выполнять дизайн на белом фоне, потому что нам нужно очень тонкое покрытие, и чтобы в один слой все было ярко. Для этого используйте белый фон. Обязательно белый фон, нужно перед этим пройтись хорошо мягким бафом. Даже если вы покрыли матовым топом, то все равно лучше пройтись бафом, потому что пуфинг будет ложиться на забафленный типс плавнее и четче. Начинать я буду с самого темного цвета, темно-синий. Конечно, желательно, чтобы он был плотный по цвету, да. Выкладываю на палитру небольшую каплю. И для начала я ее растащу вот так, растяну, чтобы она не кучка у меня была. Чтобы толстого тут слоя не было. Дальше возьму пуфинг. И смотрите, не прям тыкаю вот так вот, а с одного боку стараюсь натыкать. Вот. И дальше отдельно, без давления, сильно не давим. Мы не пытаемся краску вбить в саму подушку туда глубоко. Мы ее должны сейчас, вот, на ней много материала, мы должны ее сейчас распределить. То есть я без давления ее как бы распределяю. Я не давлю на пуфик сильно. Мне нужна просто плавная такая тонкая поверхность. Вот, видите, теперь никаких каплей нет. И дальше беру типс. Сейчас мы с вами рассмотрим вот этот вариант. Беру типс и начинаю простукивать, пуфить эту границу. Сначала нажимаю легко. Если краски не хватает, я в это же пятно, которое я уже простукала, еще раз простукиваю. Как бы набираю чуть-чуть, подбираю красочки и простукиваю дальше. Девочки, без давления мы не жмем на пуфинг. Прям очень легко. Иду по границе, то есть я не пуфлю весь, да, всю эту зону белую. Только самый край. Теперь вот у меня здесь пятнышко есть, и здесь чистая сторона. Я этой чистой стороной по границе, вот по самому краю я уже не трогаю, а по границе я его простучу еще. Как бы вбиваю в поверхность эту краску. Вот здесь можно немножечко уже придавливать пуфик. Дальше, чтобы продолжить работу, так как у меня паста очень густая, никуда не течет, я ее не сушу. Это обязательно. Сушить ничего не надо. Для продолжения работы я просто сухую салфетку буду промакивать пуфик, выбивая оттуда вот эту темную краску. Вот теперь я нажимаю, да, чтобы красочка оттуда вышла. Без жидкости я это делаю. Можно вот так вот пожамкать его немножечко, чтобы прям вот этот пигмент немножко вышел оттуда. Все, видите, она у меня практически тут уже ничего нет. Этого будет достаточно. Дальше перехожу к следующему цвету.
Следующий цвет я буду использовать вот такой. Точно так же кладу его на палитру. Также подрастягиваю. И точно так же можно прямо на это место. Вот смотрите, я покажу. Видите, я набираю. Вот. Набираю. И простукиваю обязательно, чтобы на пуфинге не было никаких капелек. И теперь самую верхнюю границу, синюю, да, которая самая темная, я туда, конечно же, не захожу. Я захожу на вот этот вот край, который мы простучали, который стал бледнее. Сначала как бы просто вот так вот добавляю. Прям прохожу по этой границе. Чтобы получался градиент у нас с вами. И вот эту границу прям так подзабиваю. И она у нас, видите, плавно переходит в этот цвет. И чистым местом, опять же, вот этим, я ее растушевываю, чтобы она была у нас побледнее. То есть как сделали с синим, также сделаем и с вот этим вот бирюзовым цветом. То есть ту границу, которую сейчас забивала, я уже не трогаю, а эту размягчаю, чтобы она прям бледно-бледно была. И у нас остается следующий цвет, неоновый желтый. Я буду использовать арт-гель для этого. Он жиденький. Неоны вообще на белую подложку ложатся очень хорошо. Так что даже если у вас жидковатый какой-то неон, или, допустим, можно попробовать, если вообще нет такого, да, в какой-нибудь густой топ добавить неоновых сухих пигментов, размешать. В неоновых цветах плотность, ну, желательно, конечно, вот тут вот жидковато, но не обязательно, потому что неоновые цвета на белый очень-очень хорошо ложатся. Я немного, чтобы приглушить, чтобы у меня получился салатовый, я добавлю вот этот вот бирюзовый, капельку совсем. Можно добавить синий, ну, давайте вот прям добавим синий. И размешаю. Я его и загущаю заодно с помощью густой уже, да, гелевой краски. И у меня получается уже салатовый из желтого. И также промакиваю кисточку. Вы таки не поверите, даже светлый цвет сейчас будет ложиться нормально. Вот, я также всю ту же салфетку беру, промакиваю вот этот вот цвет. Единственное, что хорошо, не торопитесь, только жидкости не надо, потому что если вы будете использовать жидкости, то ваш пуфик впитает в себя влагу, разбухнет, и пока он сырой, вы дальше не сможете работать. Либо, если у вас есть несколько подушечек, да, вы можете одну использовать для светлых оттенков, а вторую для темных оттенков. И не пытайтесь потом этот пуфик прям до идеала очистить. Пусть он у вас так и будет для темных цветов. В конце работы можно клинсером, конечно же, не мочить, а вот так об салфетку. Намочить на клинсер на салфетку и также обмакнуть. Он потом высохнет, ну будет чуть посветлее, но все равно эти пятна уже никуда не денутся. Ну так вот, я промокнула. И давайте я вам покажу, как я вот не трачу, работаю одним и тем же пуфиком. Просто можно выбрать чуть почище место. И вот я также набираю, промакиваем без давления, как бы распределяя просто по пуфингу краску равномерно тонким слоем. Самый важный момент в такой технике: не используйте те цвета, при смешении которых получается грязь. Используем только те цвета, которые при перемешивании дают какой-нибудь третий цвет, да, обязательно, потому что это все по мокрому происходит у нас.
То есть, если мы сюда поставим какой-нибудь фиолетовый с желтым, то на пересечении, на смешении будет грязь. И нам нужен чистый, плавный, переходящий друг в друга градиент. Здесь от пуфинга есть немножко след, это видно на камеру, глазом это вообще не видно. После топа этого вообще ничего не будет. И на этом этапе я просушу дизайн. У меня есть вот такой слайдер. Итак, я просушила градиент. Следующим этапом нам нужно будет добавить слайдер. На сам градиент ничем не покрытый, я этого делать не буду. Я сейчас перекрою типс тонко базой и еще раз просушу. Здесь выравнивать нечего, здесь нет никакой толщины. Просто очень тонко проходимся базой. Все, на просушенную базу, здесь у меня база, я липкость не стирала. На штампик набираю наш слайдер. И теперь выбираю какое-то место, чтобы его перенести. Кстати, обратите внимание на штамп. Он у меня замотан в такую пленочку. Там я его задела и сверху прилепила подушку. Когда пленочка запачкается, можно просто поменять. И сам штампик, сами стеночки его будут всегда чистыми. Выглядит, конечно, не презентабельно, но зато практично. Итак, я добавила слайдер, и можно его подфиксировать, прификсировать в лампе, чтобы он к базе зафиксировался. Ну, дальше сымитируем с вами белые вот эти вот пятна. Возьму какую-нибудь вот такую вот кисть. Коротенькую можно, только не тонкую. Вот у меня есть какая-то лохмушка уже немножко. Вот она подойдет. И белую гель-краску или пасту. Небольшое количество выкладываю. Здесь принцип в том, чтобы ваши материалы были просто густые. И вот я набираю небольшое количество. И начинаю, где мне хочется, ставить эти вот пятна. Дальше вытеру кисть о салфетку и просто их растяну, промокну. Следующим этапом, девочки, еще раз все просушиваю и уже перекрываю матовым топом. Дальше осталось доработать. Я сейчас буду делать литье, покажу вам, кстати, как его делать. Нам понадобится тонкая кисть, у меня 7 мм синтетика, без названия. Вашу любую гель-краску, которой вы делаете литье. Мне нравится в этом случае вот эта вот краска черная. Белая жидкая, черная среднегустая, на нее очень хорошо отпечатывается. Здесь нужно подобрать время. В разных лампах разное время полимеризации для того, чтобы хорошо отпечатать фольгу. У меня, например, лампа и краска срабатывают за 15 секунд. Вам нужно просто протестировать свои лампы. Допустим, просушили 10 секунд, отпечатали 15 секунд, 20. И так вы поймете, на каком времени ваша краска срабатывает. Дальше мне понадобится фольга. Кстати, вместо фольги и литья вы можете использовать какую-нибудь просто гель-краску поверх, там золотистую, серебристую или с хлопьями, тоже будет как хорошо смотреться. Просушить и больше ничем не перекрывать, да. Я буду использовать фольгу. Фольга у меня самая обычная, no name, просто золотистая фольга. И для того, чтобы фольга хорошо пропечатывала, я вот эту сторону всегда протираю клинсером. Ну и дорабатываю край с помощью краски. Стараюсь вести неровные линии. Гелевой краской, тонкой кистью работаем медленно.
для того, чтобы эта краска туда стянулась с кисти. Мы ею как бы ее стягиваем, да. Старайтесь, чтобы слой гель краски был равномерным. И прорисовываю край. Прорисовывайте по вашему желанию, предпочтению. Главное, чтобы это было неровно. Все, прорисовала. И теперь можно сымитировать вот такое вот пятно. Допустим, если у вас нет слайдера, также можно с помощью фольги это сделать. Я вот сделаю, хочу, например, вот тут. Я поставлю вот так вот пятнышко. И здесь тоже поставлю вот так. И теперь просто кистью растяну вот эту вот краску. Теперь я просушиваю 15 секунд и буду отпечатывать фольгу. Просушила, да, протерла фольгу. Она, в принципе, не меняется, просто протертая. И начинаю прикладывать. Не очень сильно давлю, просто перекатывающими движениями. И немножечко жду. То есть я там не рывками, не отрываю ничего. Хоп. Вот, видите? Дальше следующий участок. Вот, все чисто пропечаталось. Дальше следующий участок. Не спеша, просто приложила. И надо подождать несколько секунд хотя бы. И отрываю. Все пропечаталось. Ну и дальше нам осталось только тонкой кистью пройтись топом. Если вы хотите оставить все матовое, тогда нам нужно перекрыть фольгу топом. А если вы хотите глянцевый дизайн, то просто перекрывайте топом и все. Я оставлю в матовом варианте, просто беру очень небольшую каплю на тонкую кисть и прохожусь. Без заплывов, девочки, очень тонко, нормально все носится, проверяла уже. Главное перекрыть фольгу, чтобы не было вокруг никаких луж, только, пожалуйста. Потому что смотреться будет не очень. Я зафиксировала дизайн, он у нас готов. Вот, смотрите. Вторую половинку дизайна делайте по вашему усмотрению. То есть все на ваш вкус. Вообще можно делать любые дизайны, любые растушевки. Главное, чтобы вы выбирали цвета, которые не дают при смешении грязь.